Салют, people! С вами Human, и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Это оно. Ну что, сегодня мы с вами поговорим о честных вьетнамских ритейлерах видеокартами. Посмотрим на утаянную видеокарточку от Intel и глянем на громадные радиаторы для SSD-шек. Ну а под конец мы с вами поговорим за уход Wargaming и посмотрим, сколько акций купил Илон Маск, чтобы приобрести Twitter. Погнали! Ну что, хитропопый ритейлер Nugen Kong PC предлагает уже готовые, скажем так, риги на 8 позиций видеокарточек RTX A400, чтобы продавать майнерам. То есть, да, как бы он должен был бы в розницу, но кого это уже волнует. То есть на розницу он положил уже очень давно, хотя обязан был бы так продавать. Так что если бы человек захотел прийти купить себе для работы, для рендера и так далее видеокарточку, вот тебе не видеокарточка. Tough Life. По итогу такая готовая маленькая фермочка обеспечивает нам 500 мегахэшей, может быть даже поболее. То есть, если так подумать, по большому счету это получается даже выгоднее, чем та же фермочка с RTX 3070 Ti. Так что да, даже невзирая на возможный приближающий пост, на тот или иной курс криптовалюты, которая волатильна очень-очень сильно, на логистику и так далее, честные, естественно, ритейлеры, они продолжают свой бизнес. Так, ну мы с вами ранее уже говорили о двух графических процессорах от Intel, Arc Alchemic A7 G10 и G11. Если вдруг упустили, рекомендую посмотреть. Для тех, кто вдруг не в курсе, это новые названия для серии DG2. Почему у Intel такая вакханалия с названиями, я не знаю. То есть вы должны понять просто на всякий случай, что одно и то же может называться тремя именами. Ну, допустим, у нас DG2 G10 это как и SOC 1 и как DG2 512. Это все одно и то же самое. Ладно, у Intel свой фетиш, у нас свой. Но мы не об этом. После официального отчета, как раз таки в том видосе я об этом рассказывал, говорилось о том, что выходит две видеокарточки у нас, в мир, да? Ну вот оказалось так, что во время анонса хоть предоставили две вариации карты, есть третья, DG2 256. Такое имя появилось в Intel Graphics Compiler, в OpenCL, в операционной системе Ubuntu в определенном патче. И, кстати, это произошло в тот же день, когда анонсировали непосредственно Intel Arc Alchemic для ноутбуков. И вот здесь, да, и начинается тот самый когнитивный диссонанс. Почему на презентации две видеокарты, хотя по факту их три? Не сходится, да? Ну, очевидный ответ только в одном. То, что над этой картой, над этим графическим процессором все еще работает, и там работы много. То есть она же DG2 256 или ACM G12. И да, похоже, это будет железо именно настольное, то есть настольный графический процессор. Хотя есть вариация того, что это будет и для рабочих станций. И если это так, то стоит ожидать данный графический процессор не раньше, чем третий квартал 2022 года. В итоге мы с вами видим, что в записях IGC упоминается кодовое название DG2 256 и ACM G12. Первый в основном подтверждает, что это графический процессор 256 Execution Unit, также известный как XE Vector Engines. А значит, на его борту 8 ядер XE Cores и 2048 ядер FP32. Все верно. Да, это ровно половина флагманского графического процессора ACM G10. Правда, доселе неизвестно, какая там будет шина. Ну, я полагаю, что скорее всего либо 128, либо 192 бита. Но в итоге пока не ясно, почему Intel все-таки решила проигнорировать данную видеокарточку, данный графический процессор, в частности, на презентации. Ну, самый логический вопрос, я же говорю, скорее всего, еще все очень сыро, или разработка началась позже, чем эти две вариации графического процессора. Ну, в общем, посмотрим. Ну, можете написать свой комментарий, как вы думаете, или, может быть, у вас есть более объемлющая информация. Ну что, как вам такой стоячий радиатор? Ну что, вашему взору открывается Thermalright HR09 Pro, старшая модель линейки радиаторов. Здесь парочка 6-мм тепловых трубок, которые отводят тепло от никелированного медного основания, ну и которые, естественно, крепятся к твердотельному накопителю M2. Далее тепло рассеивается через алюминиевые ребра, которых, кстати, здесь 33 на каждую тепловую трубку. Сами же ребра имеют зазубренные края и выступы. И вес этой приблуды составляет 90 грамм. И, кстати, HR09 Pro выше, чем некоторые низкопрофильные радиаторы центрального процессора. Так что имейте в виду. Так-то радиатор действительно хорош, но, ребятки, вы должны сразу же учитывать размеры. Особенно будет зависеть от того еще, в какой точно M2 слот вы будете ставить свою SSD-шку NVMe. То есть, ближе или дальше от процессора. На процессоре у вас будет стоять башня или же все-таки водянка. Каких размеров у вас мать, корпус и видеокарта. И если у вас есть такой же фетиш, допустим, как у меня, когда в одну из, то есть у меня заполнены оба слота PCI-Express с NVMe-шек, да, для SSD-шек. Плюс я еще дополнительно ставил карту перехода под PCI-Express, в которой еще можно подсоединить 4 SSD-шки. Ну, правда, я подсоединил только один.
Я это веду к тому, что в этом случае такой радиатор вообще никак не поместится, даже если корпус будет даже больше моего, ну просто нету места. Ну, у меня, конечно, еще и вентиляторы внизу стоят на выдув, ну, в общем, тем не менее, то есть они реально не поместятся. Там, скорее всего, нужно будет радики, ну, у меня размеров, я не знаю, наверное, где-то с 2 сантиметра высотой, я не помню, надо перепроверять, врать не буду, но это и то, получается, под видеокартой. Если же еще вместо SSD-шком над видеокартой, а здесь даже оно не поместится, то есть там надо радиатор еще меньше, миллиметров 5-7, наверное, надо смотреть. То есть, грубо говоря, учитывайте размерности. Но есть и не Pro-версия, есть обычный Thermalright HR09. Здесь же радиатор оснащен уже одной 6-мм тепловой трубкой и массивом на 32 алюминиевых ребра. Следовательно, уменьшение занимаемой площади приводит к уменьшению общих размеров, ну и весит он на 10 грамм меньше, то бишь 80. Да, радиатор по-прежнему сохраняет эстетику версии Pro, но только при виде сбоку. А вот верхняя часть устройства уже здесь украшена логотипом Thermalright, что, по моему мнению, выглядит, ну, покрасивее. Но если говорить по итогу, вот на данный момент, на данную ситуацию, то вряд ли вам понадобятся такие здоровенные радиаторы, даже если вы подключите свою NVMe-шку максимально близко, ну, условно говоря, там между видеокартой и центральным процессором, даже на PCI-Express 4.0. Обычного радиатора, особенно если вы найдете радиатор с активным охлаждением, будет более чем достаточно. А вот для PCI-Express 5.0, чего далеко не близко еще для многих людей, тут уже возможно. Ну и опять же, радиаторов никогда не будет мало. Почему бы и не поставить большую башню для того же SSD? Хотя, если уж на то пошло, давайте по чесноку. Уже для PCI-Express 5.0 будет использоваться и активное охлаждение с радиатором, уже и водянка есть. Поэтому надо смотреть по факту. Ну что, Wargaming принял решение полностью свернуть свою деятельность что в России, что в Беларуси. И да, соответствующая информация была опубликована на официальном сайте. Предлагаю вам с ней ознакомиться. В последней неделе Wargaming проводит стратегический обзор бизнеса по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять каким-либо бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны. С 31 марта компания перевела поддержку своих игр-сервисов в России и Беларуси на местное управление студии Leicester Studio, которая больше не является частью Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем, а скорее наоборот, мы ожидаем, что понесем существенные убытки в результате этого решения. Мы завершим оперативный переход со своей должной скоростью, сохраняя при этом полное соблюдение всех законов, обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников. В течение переходного периода живые продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новыми владельцами. Wargaming также начал процесс закрытия своей студии в Минске. Мы будем предоставлять как можно больше выходных пособий и поддержки нашим сотрудникам, пострадавших от изменений. Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся поставить качественные игры нашим игрокам. Ну что, друзья, какое ваше мнение? Пишите в комментариях. Недавно CNBC отметила, что после публикации профильного документа на сайте американского ведомства SEC стало известно, что Илон Маск с недавних пор является обладателем 9,2% акций Twitter. И по мнению аналитиков, это только начало. И со временем миллиардер увеличит свой пакет акций для более активного влияния на политику данной социальной сети. Вы должны понимать, что последние недели Маск очень-очень активно критиковал непосредственно позицию Twitter. Мол, мало демократии, ограниченная свобода слова и так далее. Ничего не напоминает? Плюс он обсуждал также о необходимости создания новой социальной сети, ну вот тождественную или схожую на Twitter. А так получается, по факту он прикупил уже акции, по большому счету купил социальную сеть под ключ. Ну, возможно, вместо этого он просто решил прибрать к рукам готовую. Да и благо, ведь покупка 9,2% акций Twitter, особенно в ценах пятницы, опустошила бы карман Tesla и SpaceX только на 2,89 миллиарда. Вы должны понимать, что вот недавно, перед началом торгов, котировки растут на 25 и более процентов. Но реальную динамику можно будет оценить только после открытия торговой сессии сегодня вечером. Говоря простым языком, акции на Twitter начали бешено расти. Так что получается, что либеральную голубую птичку ждут и те или иные изменения. Я думаю, это хорошо. Но на сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами, как всегда, был Human и, как всегда, кайфовой вам игры.